Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас приготовила вот такие замечательные слитки. Вяжутся очень просто, смотрятся шикарно, на ножки идеально сидят. Данные слитки идут без шва на подошве. Шов идет один по мыску, второй по пяточке. Швы очень аккуратные, незаметные. Расход данных слитков составляет 65 грамм пряжи. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Прежде чем мы приступим к вязанию данных слитков, давайте разберемся с принципом их вязания, чтобы вы смогли эти слитки связать на любой размер ножки, независимо от того размера, который вяжу я в данном видео. Данные слитки состоят из такой вот заготовки. Заготовка цельно вязаная, вяжется одним полотном очень быстро и очень просто. Справиться с ней даже начинающие. Раппорт вот этой вот моей линии изогнутой составляет 16 рядов в высоту. Для каждого размера ножки будет данная деталь разной высоты. Ширина стандартная для любых размеров взрослых слитков. Больше либо меньше ее делать не стоит. Получается, ширина моей заготовки 20 сантиметров. А высоту мы рассчитываем, смотрите, я вяжу мои слитки на размер ножки от 35 до 37, так как платочная вязка хорошо очень тянется и подойдет на размер от 35 до 37. Я в уголочке вставлю таблицу, где для каждого размера ножки соответствует своя длина стопы. Я вяжу слитки на размер ножки 35-37. Средний размер я возьму 36. И для 36 размера соответствует длина стопы 23 сантиметра. Я от 23 сантиметров отниму 10% на растяжение. И это у меня получается 20,7 сантиметра. Если округлить, это получается, должна моя заготовка в высоту быть 21 сантиметр. Но как понять, с какого места нам надо делать убавки? Потому что вот эти вот скосы, это наше убавление петель. Получается, убавки составляют 6 сантиметров. Это для любого размера взрослых слитков. Как ширина заготовки, так и вот эти вот убавки. Берется величина фиксированная. И получается, я от 21 сантиметра общей высоты моей заготовки отнимаю убавки 6 сантиметров. И получается, мне до убавок надо провязать 15 сантиметров. Получается, вот эта вот часть, которую мы вяжем до убавления петель, у всех будет разная. Рассчитывайте под свой размер ножки. Надеюсь, что принцип вязания данных слитков вам понятен и ясен. Берем пряжу, спицы. Нам понадобится иголочка для сшития, крючок, 2 маркера. И приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста на 2 спицы, номер спиц 3,5 мм, я наберу 40 петель. Набираем на 2 спицы, чтобы край наш был более эластичен. При наборе оставляем кончик побольше, мы этим кончиком будем сшивать нашу пяточку. Первый ряд. Первая кромочная петля на протяжении всего вязания будет сниматься не провязывая. И далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя петля также у нас идет кромочная. Мы ее на протяжении всего вязания вяжем изнаночной петлей. Довязываем ряд самостоятельно до конца. Второй ряд. Первая кромочная петля, как мы помним, снимается не провязывая. Далее 1 лицевая.
Третья петля у нас будет сниматься, не провязывая рабочая ниточка перед работой. И далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У нас в конце ряда осталось 3 петли, получается вот эту первую петлю я снимаю, также не провязывая рабочая ниточка перед работой. Вторую провязываю лицевой, последняя кромочная постоянно вяжется изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, вторая вяжется лицевой. Теперь нам надо перекрестить третью и четвертую петлю с наклоном влево. Для этого я с изнанки подхватываю четвертую петлю и меняю местами с третьей петлей. И возвращаю вот эту четвертую петлю. Мы с вами поменяли местами третью и четвертую петлю с наклоном влево. И теперь эти 2 петли провязываем лицевыми. Только смотрите, вот эти снятые петли, чтобы не получились перекрученные. Они вот у нас ровненько лежат, не перекручено. Потому что когда у вас будет образовываться вот такая змейка по контуру вашего следка, у вас очень хорошо будет просматриваться вот эта снятая петля. И очень важно, чтобы она не была перекручена. После того, как мы перекрестили третью и четвертую петлю, мы вяжем все петли лицевыми, не довязывая 4 петли до конца ряда. У меня осталось 4 петли до конца ряда. Мы должны вот первую и вторую петлю поменять местами с наклоном вправо. Для этого вот с лицевой стороны я подхватываю вторую петлю. Это та петля, которую мы снимали, не провязывая в прошлом ряду. И меняю местами с первой петлей. Переношу обратно эту снятую петлю на левую спицу и провязываю 2 петли лицевыми. Далее лицевая и кромочная. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 2 лицевые петли. Следующая петля вот у нас идет, которую мы снимаем, не провязывая. Мы ее также будем снимать, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И далее, получается, вяжем все петли лицевыми, не довязывая 4 петли до конца ряда. У меня на спице осталось 4 петли, получается, я первую петлю снимаю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Это та петля, которую мы снимаем постоянно. И далее 2 петли вяжу лицевыми. Последняя петля вяжется кромочная, изнаночная. Пятый ряд. Первая петля кромочная. Далее 2 лицевые вяжем. Получается, четвертую и пятую петлю нам надо перекрестить наклоном влево. С изнанки подхватываю пятую петлю и меняю местами с четвертой петлей. Возвращаю обратно на левую спицу пятую петлю и провязываю эти 2 петли лицевыми. Далее я вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 5 петель. У меня на спице осталось 5 петель, я должна первую и вторую петлю перекрестить с наклоном вправо. Для этого вот с лицевой стороны подхватываю вторую петлю правой спицы и меняю местами с первой петлей. Возвращаю обратно на левую спицу вторую петлю и провязываю эти 2 петли лицевыми. Далее вяжем 2 лицевые петли и кромочная. Шестой ряд. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее вяжем 3 лицевые петли. Следующую петлю я буду снимать, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 5 петель. У меня на спице осталось 5 петель, получается, вот эту вот первую петлю я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее 3 лицевые петли вяжу
И последняя петля кромочная. 7 ряд. Первую петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжу 3 лицевые петли. Следующая получается 5 и 6 петля. Нам надо перекрестить с наклоном влево. Для этого с изнанки подхватываем 6 петлю и меняем местами с 5 петлей. Возвращаю на левую спицу 6 петлю и провязываю эти 2 петли лицевыми. Мы с вами сделали перекрещивание с наклоном влево. И теперь я вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 6 петель. У меня на спице осталось 6 петель. Мы должны первую и вторую петлю перекрестить с наклоном вправо. Вторую петлю я подхватываю с лицевой стороны и меняю местами с первой петлей. Затем вторую петлю обратно переношу на левую спицу. И теперь эти 2 петли я провязываю лицевыми. Следующие 3 петли я также вяжу лицевыми. Последняя петля вяжется изнаночной. 8 ряд. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Далее вяжем 4 лицевые петли. Следующая петля снимается не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 6 петель. У меня на спице осталось 6 петель. Первую петлю я снимаю не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее вяжу 4 лицевые петли. И последняя петля кромочная. 9 ряд. И в 9 ряду мы с вами не будем делать перекрещивание петель. Вяжем все петли лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу все петли лицевыми. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной петлей. Далее идет 10 ряд, и 10 ряд мы вяжем так же, как мы вязали 8 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее вяжу 4 лицевые петли. Следующую получается 6-ю петлю я снимаю не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 6 петель до конца ряда. У меня на спице осталось 6 петель. Первую петлю я снимаю не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее 4 лицевые петли вяжу. И последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Далее в 11 ряду мы будем с вами делать перекрещивание немножко по-другому. Получается, вот это наша вытянутая петля. Мы перекрещивали с наклоном влево, а теперь с 11 ряда мы будем ее перекрещивать с наклоном вправо. А с этой стороны наоборот. Перекрещивали с наклоном вправо, а теперь будем перекрещивать с наклоном влево. Первую петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжу 3 лицевые петли. Далее получается 5-ю и 6-ю петлю я должна перекрестить с наклоном вправо. Для этого с лицевой стороны подхватываю 6-ю петлю и меняю местами с 5-й петлей. Возвращаю на левую спицу 6-ю петлю и провязываю эти 2 петли лицевыми. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая 6 петель до конца ряда. У нас на спице осталось 6 петель, и мы должны сейчас первую и вторую петлю перекрестить с наклоном влево. Для этого с изнаночной стороны подхватываю вторую петлю и меняю местами с первой петлей. Далее переношу вторую петлю на левую спицу и провязываю эти 2 петли лицевыми. Далее 3 лицевые петли и последняя петля кромочная. 12 ряд. Первую петлю я снимаю не провязывая, далее вяжу 3 лицевые петли.
пятую петлю я буду снимать не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 5 петель до конца ряда. У меня на спице осталось 5 петель, пятую петлю я снимаю не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее 3 лицевые петли и последняя кромочная петля. 13 ряд. Первая кромочная петля снимается. Далее вяжем 2 лицевые петли. Четвертую и пятую петлю я буду перекрещивать с наклоном вправо. Для этого с лицевой стороны подхватываем пятую петлю и меняем местами с четвертой. Обратно возвращаем на левую спицу пятую петлю и провязываем эти 2 петли лицевыми. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 5 петель. И далее я меняю местами первую и вторую петлю с наклоном влево. Для этого с изнаночной стороны подхватываю вторую петлю правой спицей и меняю местами с первой петлей. Возвращаю на левую спицу вторую петлю и провязываю их 2 лицевые. Далее 2 лицевые и кромочная. 14 ряд. Первую кромочную снимаю, далее 2 лицевые. Следующую петлю, получается, четвертую я буду снимать не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 4 петли до конца ряда. У меня на левой спице осталось 4 петли, я четвертую петлю снимаю не провязывая, далее 2 лицевые и кромочная. 15 ряд. Первую петлю кромочную я снимаю не провязывая, далее 1 лицевая, 3 и 4 петля перекрестим с наклоном вправо. Для этого четвертую петлю я подхватываю правой спицей и меняю местами с 3 петлей. Далее обратно переношу на левую спицу четвертую петлю и провязываю эти 2 петли лицевыми. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 4 петли. У меня осталось 4 петли на спице. Я первую и вторую петлю также буду менять местами. С изнанки подхватываю вторую петлю правой спицы и меняю местами с первой петлей. И переношу обратно на левую спицу вторую петлю. 2 петли провязываю лицевыми. Далее 1 лицевая и кромочная. 16 последний ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 1 лицевая. Следующую петлю я снимаю не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петель до конца ряда. У меня осталось 3 петли на спице. Я первую петлю снимаю не провязывая, рабочая ниточка перед работой, 1 лицевая и кромочная. Мы с вами провязали 16 рядов в высоту. Это составляет 1 раппорт. Вот такая вот вытянутая петля у нас получается, идет сначала в одну сторону, потом в другую сторону мы делаем перекрещивание. Также и с другой стороны. Далее каждый самостоятельно вяжет, повторяя с 1 по 16 ряд на такую высоту, которую вы рассчитали в самом начале видео. Я буду вязать 15 сантиметров в высоту. Потом мы с вами будем делать убавление петель и продолжать вязать вот эту вот полоску. Поэтому на каком ряду у вас остановится ваше вязание, на таком ряду пусть у вас и будет. Главное вывязать рассчитанные вами сантиметры. Далее получается следующий ряд вяжем так же, как мы вязали первый ряд. Все петли лицевыми. Встретимся, когда вывяжем основное полотно нашей заготовки. Ну вот, я вывязала основное полотно моей заготовки для слитка. Как я и говорила, у меня должно получиться 15 сантиметров, как мы рассчитывали в самом начале. Если посчитать по раппортам, это вот смотрите, 1 раппорт, 2, 3
и половина 4-го раппорта. Я закончила в 4-м раппорте на 10-м ряду. У вас эта величина должна быть своя. Далее мы с вами будем вязать 6 сантиметров далее с убавками. Я выделю маркерами 6 петель с начала ряда и 6 петель с конца ряда. Вот я выделила маркерами с начала ряда 6 петель и с конца ряда 6 петель. И теперь продолжаем вязать, сохраняя наш рисунок. У вас, получается, может не совпасть ряд с моим. Вы могли закончить на другом ряду. У меня сейчас идет 11 ряд, а вы продолжаете вязать. Далее первая кромочная петля снимается. Далее вяжу 3 лицевые петли. Перекрещу 2 петли с наклоном вправо. Получается, я продолжаю вязать такой же рисунок, как я и вязала ранее. Вот маркер перебросили, и после первого маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. У меня до второго маркера осталось 2 петли. И сразу перед вторым маркером я вяжу 2 петли вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Маркер перебрасываю и далее здесь вяжу по рисунку. Мне надо сейчас перекрестить 2 петли с наклоном влево. Далее 3 лицевые и кромочная. Далее у меня идет 12 ряд. Вы вяжете тот ряд, который у вас идет. Получается 3 лицевые вяжу, одну снимаю не провязывая, одну лицевую. Все вяжу так, как и вязала ранее, повторяя рисунок с 1 по 16 ряды. Маркер перебрасываю, далее все петли лицевыми до второго маркера. Довязала до второго маркера, маркер перебрасываю, 1 лицевая, одну петлю снимаю не провязывая, 3 лицевые и кромочная. Получается, мы с вами вяжем так же, как мы вязали, повторяя с 1 по 16 ряды, только убавляя теперь петли. Убавляем петли в каждом лицевом ряду по 2 петли. Получается, одну петлю мы убавляем сразу после первого маркера, вторую петлю мы убавляем перед вторым маркером. В изнаночных рядах мы петли не убавляем, только в лицевых рядах. Получается, в каждом лицевом ряду у нас убавляется по 2 петли. Итак, мы вяжем, убавляя петли 6 сантиметров. Я вывязала 6 сантиметров убавления петель. На данный момент моя заготовка для следка составляет 21 сантиметр, как мы и рассчитывали в самом начале. То есть 15 сантиметров я провязала до убавок и 6 сантиметров это составили мои убавки. Рисунок, как я и говорила, я сохраняла независимо от убавок. Смотрите, по бокам у меня осталось по 6 петель. Между маркерами 4 петли осталось. Ширина, как мы и рассчитывали, составляет у меня 20 сантиметров. Смотрите, лицевой ряд я провязала, изнаночный ряд уже не вяжем. В изнаночном ряду мы просто петли эти стянем. Обрезаем рабочую ниточку немного больше, чем обычно, чтобы сшить вот этот передний шов этой ниточкой. Вот так вот выглядит то место, где мы стягиваем петельки. А дальше просто вот будем сшивать. Шов очень незаметный, смотрится очень красиво. Получается, мы вывязали все наше полотно. Теперь переносим вязание на сторону, где у нас нет рабочей нитки. Рабочая нитка с этой стороны. Нам надо перенести наше вязание вот с этой стороны без рабочей нити. Если у вас спица с заглушкой, тогда нужно переодеть на другую спицу. И далее иглу вдеваем в нашу рабочую нить, которую мы вот только обрезали.
вот наша рабочая ниточка с иголочкой. И теперь вот на иголку переносим все эти петли. Маркеры по ходу вязания снимаем, они нам больше не нужны. Вот получается у меня рабочая ниточка. И я с этого края, где ее нет, переношу на иголочку все мои петли, которые остались. Маркеры снимаю, они нам больше не нужны. Получается, петли все перенесла на иглу, и теперь затягиваем эти петли. Вот таким вот образом выглядит наша заготовка. Теперь, чтобы не было никакого отверстия, я его прошью иголочкой. Сделаю пару стежков, чтобы наверняка никакое отверстие здесь не осталось после того, как мы стянули все петли. Вот так вот я прошила пару стежков. И далее я иголочку пока что вытяну с этой нити. И сейчас мы с вами вденем нить в иглу, самую первую, когда мы с вами набирали петли. И сошьем задний шов. И мы сначала сошьем один шов, а потом вернемся к этой нити и сошьем передний шов. Вводим иголочку вот в противоположную сторону за 2 дужки кромочной петли в самый уголочек. И теперь смотрите, каким образом будем сшивать. Вот у нас идут узелочки от наборного края. Мы сшиваем за вот эти вот петли, которые идут сразу после узелочков. С одной стороны. И также вот за 2 дужки от узелочков с другой стороны. С одной стороны. И также вот с другой стороны. За дужки, которые вот идут сразу после наборных узелочков. С одной стороны. И также вот с другой стороны. С одной стороны. И также вот с другой стороны. И далее мы сшиваем таким же образом до конца, пока у нас с каждой стороны не останется примерно по 3 петли. Смотрите обязательно, чтобы шов и шел равномерно. Вот я сшила мой шов, пока у меня примерно здесь 6 петель не осталось. С одной стороны 3 петли, с другой стороны 3 петли. Далее я шов потяну, чтобы полотно ничего не стягивало. Ниточка, которой мы сшивали, разровнялась. И далее иголочку я продеваю сквозь все петли, которые остались. Иголку вывожу на изнаночную сторону, уголочек этот хорошо вот наизнанку выверну и затягиваю. И дальше ниточку закрепляем и обрезаем. Вот такой вот шовчик у нас с вами получился. И далее обратно вдеваем ниточку в иглу вот в самом нашем мыске и будем сшивать второй наш шов. Смотрите, в первом случае я вот следок сшивала 1 раппорт, второй и половина 3-го раппорта. Здесь вы регулируете данный шов под свою ножку. Главное, чтобы в это отверстие входила ваша ножка. Если вам хочется немножко побольше его сшить, тогда вы сшивайте больше данный шов. Если вам этой величины много, тогда сшивайте меньше этот шов. Вы регулируете данный шов под свою ножку. Сшиваем таким же образом, только уже у нас идут вот кромочная косичка. Сразу за кромочной косичкой идут вот дужки от платочной дорожки. Вот первая, вторая, третья. И мы сшиваем сразу вот за первую дужку от платочной дорожки. Получается вот с одной стороны, снизу вверх вводим иголочку. С другой стороны. Только смотрите, чтобы шов у вас шел равномерно. С одной вот стороны дужка от кромочной дорожки. С другой стороны. С
с одной стороны. И также вот с другой. Можете ориентироваться по платочным дорожкам. Итак, я, получается, сшиваю полностью мой шов. С одной стороны. Дужка первая от платочной дорожки. Она идет сразу за кромочной косичкой. Получается, данный шов вышиваете далее на такую величину, которая вам будет комфортна ножке. Я сшила мой передний шов, и такой вот аккуратненький шовчик получается. Далее прячем с изнаночной стороны и закрепляем. Вот такой вот результат у нас с вами получился. Очень красивые слитки, оригинальные, смотрится очень красиво, а вяжется совсем легко. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.